Время не любит, когда его тратят впустую. Вы слышите цитату, а это значит, что канал Алекс ОБС начинает свою работу. Всех приветствую и прошу внимания. Карта Дрелем Десерт. Сверху Сейнт. Начинает за китайского танкиста генерал Квай. На нижней позиции Сенчури. Лазерный генерал США Тоунс. После просмотра данного реплея попрошу вас написать комментарий, поставить лайк. Те, кто не подписался, подписывайтесь и бейте в колокол. Отдельно хочу поблагодарить игрока Логика за то, что предоставил данный реплей. Ну и естественно я не могу забыть и об остальных игроках, с которыми мне посчастливилось поиграть в одной команде. Это Имбасайз, это Стингер, Юг-сервер, ну и еще раз Логика. Спасибо вам, выражаю вам респект, спасибо, что приняли меня в команду. Это было, конечно, незабываемое время. Всем вам большая благодарность, ребята. Что касаемо бойцов данного поединка, мало мне что о них известно. Табло определило, что это бойцы из России, ну пусть так и остается. Что касаемо данного реплея, не хотелось бы говорить о том, что это какой-то, наверное, сверхпрофессиональный реплей, что ли, но эмоций он доставит массу на самом деле, поэтому сейчас мы будем с вами наблюдать за данным противостоянием. Танкист у нас стартует в 2 военных завода, 2 саплая, электростанция. Что же касаемо американца, ну в принципе то же самое, 2 саплая, военный завод, ну на минуточку, барак. Электростанция также имеется, но стандартные стратегии обоих генералов. Достаточно интересный гатлинг идет по левому флангу. Сейчас вдоль карты, если он сможет доехать, как раз таки тут на пути у него будет ресурсный центр американца, и можно будет подрезать часть экономики. Справа пост. Так, а по центру уже выехал Хаммер. Хаммер уже нагруженный ракетчиками, разбирается с первым гатлом. Второй гатлинг все-таки забирает Хаммер. Ракетчики вовремя высаживаются, садятся в башню и забирают гатлинг. Минус 2 на счету Сенчури. Гатлинг все-таки добрался, потерял один чинук. Сейчас Сенчури Сейнт все-таки обрезал экономику лазеру. Ну, тут есть Хаммер, но почему-то, кстати, отступил, хотя мог бы, в принципе, этот гатлинг забрать. И тем временем Сейнт раскатывает им по базе американца. Так, лазер Локи на грузовики, да, добыча сейчас на 1 грузовик меньше, но он второй переехал сейчас ракетчика, возвращается обратно на добычу. Но здесь есть еще один ракетчик, и сейчас Полтраки, в принципе, будет разбивать Сенчури, и 4-й ресурсный центр уже устанавливает танкист. Так, пост добрался до вышки, рассадил ракетчиков, будет контролировать захват, я так понимаю. Так, Гатлинг попытался ворваться на базу к американцу, даже 2, я так понимаю, Гатлинга. Да, ну и все-таки американец расправился с атакой танкиста. Еще 2 гатла возвращаются обратно на базу. Так, налево гатлинг встал, просто пока стоит, и также возвращается, кстати говоря, в общую пачку. Ресурсный центр распродается, Хаммеры идут вперед, плюс есть медичка. Справа также есть ресурсник у танкиста, и туда также идут Хаммеры лазера, и также распродажа. Ну и вот опять Сейнт будет работать в 2 ресурсника. Срезал все-таки Сенчури экономику своему оппоненту. Ну и на базе тем временем-то всего лишь 4 гатла. И при грамотном контроле, я бы сказал, сейчас Сенчури, в принципе, мог бы ворваться спокойно на базу и, в принципе, уже завершить игру. Пропаганда, кстати говоря, ставится уже от танкиста. Я думаю, что в скором времени мы увидим казармы и лотос и захват вышек, потому что американец уже занимается данной операцией, скажем так. 2 рейнджера уже бегут к вышкам, изучен захват, один уже стоит, ждет, пока Сенчури проснется и начнет захватывать в центре, а справа тем временем рейнджер просто стоит. Ну тут ракетчики есть, пост, в принципе, можно захват-то и отменить. Так, вновь Хаммеры, минус Полтрак. Гатлинг также будет, я так понимаю, отлетать. Осталось еще 4 на базе. Ну вот вновь с левого фланга зашел, почему-то уехал. Кстати, тут каленый дракон, скорее всего, выселял башню здесь. С правого фланга зашел
почему-то ушел, не стал здесь заходить на базу, отменить хотя бы военный завод. Можно было бы также забрать здесь и ресурсный центр, но почему-то отступил. Сейчас Century слева попытался зайти и вновь отступает. А пачка у танкиста тем временем растет и уже добавляются ECM танки. Итак, захват. Есть уже одна вышка в активе у американца, так он и вторую, смотрите-ка, захватил. Почему-то Сейнт не отконтролировал этот момент, но есть же пост, но почему не задавить этого рейнджера? Так, минус Хаммер, гатлы идут вперед, есть ECM-ки, но сможет ли сейчас эта пачка-то прорваться? Здесь достаточно большое количество Хаммеров, есть лазерный танк, и мне кажется, что все-таки Сейнт сейчас бездарно сливает свои юниты на ровном месте, я бы сказал. Да, один Хаммер был потерян у американца, но вся пачка была потеряна у танкиста. И есть уже стратегический центр, стратегия Search and Destroy активирована, второй ранг уже у американца имеется. И осталось буквально еще чуть меньше, чем 500 экспоинтов, и будет уже и третий. А там уже ждем и А10, ждем Spectre Gunship. Так, Лотос захватила вышку. Значит, у китаец сейчас бустанулся на 1000, может еще даже пару сотен баксов получил. А тут уже приезжают Хаммеры от лазера. Century этот момент контролирует. И минус вышка. А Лотос побежала дальше, я так понимаю, следующую вышку захватывать. Так, гатлинги пытаются ворваться. И мне кажется, что да, все-таки теряет лазер. Один Хаммер, ECM-ка не контролируется. И, возможно, даже сейчас она будет и потеряна. Да, все верно, теряется ECM танк, но есть 5 гатлов, есть еще одна ECM-ка, Хаммеры уходят налево, возможно, спалил Лотос сейчас Century, либо просто предположил, что возможно она прибежит сюда захватывать вышку. И посмотрите, что получается. Пробивается вышка через Ctrl, сверху заходят гатлы, и снизу также гатлы берут в ловушку сейчас Хаммеры. И возможно сейчас эта пачка будет отлетать. Но там еще и дом помогает, успел вовремя Century высадиться и все-таки смог уйти с потерей одного Хаммера. Но верхняя часть пачки все-таки Сейнта потерял. Хаммеры живы, еще 2, плюс есть медичка, ну и нужно идти, там военный завод на пути. Так, ну тут в принципе есть пачка, есть, да, пачка у танкиста, но он смещается сейчас как раз таки вниз, здесь Firebase ставит Century, есть здесь и дозер на пути, дозер возможно будет потерян, но там лазер-танк дежурит. Дежурит лазер-танк, но есть и CM-ки, поэтому в принципе можно морозить и попробовать гатлами даже в принципе его и убить, он тем более наполовину хп здесь стоит. Хаммеры тем временем напрягают Сейнта, да, на левом фланге, разбивается гатлинг, ну нужно бить военный завод. Снова вышла Лотос. Так, еще 5 Хаммеров есть также на пути у Гатлинга с двумя ECM-ками. Лазер-танк так и остался не уничтожен. Отгоняет снова Century Сейнта. Военный завод также выжил. Хаммеры, я так понимаю, сейчас будут все-таки отступать. Да, все верно, потеря, правда, есть потеря у танкиста. Там, ну, правда, тут еще Хаммеры, слушайте. Да, успевает Century еще наспамить, и уже 7 Хаммеров плюс медичка присутствуют на карте от американцев. Ну так нужно идти вперед. Что здесь? Есть 2 ECM-ки, есть гатлинг. Что же касаемо базы? Так база голая, буквально 3 юнита убить, ну уже 4, да, и все, и можно завершать эту игру. Вновь Century не пользуется, уже 3-й раз не пользуется шансом на победу. Ну как же так? Очень большая пачка, плюс лазер-танк бы еще сюда добавить. Ctrl-F нажать и вперед уничтожать танкиста. Но нет, отступает. Лазер-танк почему-то в одинокого вообще идет, не знаю зачем. ECM-ки помогают гатлам, и лазер-танк сейчас теряется. Двойная А10, бабах, отлично. Минус пропаганда, минус каркас военного завода. Кстати, вот здесь вот похоже, что военный завод-то был потерян, либо распродажа какая-то была, я не знаю даже, если честно, что здесь произошло. Но, тем не менее, мы сейчас видим, что остался всего лишь один военный завод у танкиста. Так, Миги. Взлетели Миги. У танкиста достаточно дорогое удовольствие. Хаммер потерян. Так, а Миги, ну один Миг отлетел, один живой. Ну нормально, ладно. 2 Хаммера все-таки забирает сейчас танкист у Century. Так, а что у него на базе происходит? А на базе происходит то, что уже появился командный центр, раз мы видели повышение, и молекулярная пушка. Задефался на правом фланге, тут еще и Хаммер дежурит, 3 фаербейза, 4-й ставится, 3-й ресурсный центр. Танкист, кстати, также работает в
в 4, наверное, ресурсника. Ну вот четвертый уже, кстати говоря, все, уже откачал. Вновь хаммеры врываются, вновь близко к базе. Есть здесь какие-то юниты, в принципе, у танкиста. Так, залетает миг. Так, ну вот этот хаммер надо забирать, нельзя его отдать. Он каленый, да, минус хаммер, и ракетчиков также надо постричь. Отлично, отлично. Вновь хаммеры отъезжают. Не ввязывается Сенчури почему-то в бой на базе у танкиста. Не знаю даже почему, что его так пугает. Уже который раз можно было попробовать что-то и забрать на ней. Уже и повышение есть, и молекулярка. Но, возможно, Сенчури ждет молекулярную пушку. Откат повышения, кстати, я Спектр Ганшип не вижу. Почему-то он не появился. Ух ты, а вот тут хаммер зашел. Зашел хаммер, по полтраке постриг, плюс еще и минус был один миг. Ну, можно и второй через лазерлок-то забрать. Да, все верно. Сейчас Сенчури работает. И блок ресурсного центра происходит. Ну, тут Гатлинг заходит. И, в принципе, сейчас этот ракетчик-то отлетит. Так, хаммеры пока на левом фланге. Пока на левом фланге просто катаются. Есть юниты у танкиста. Достаточно, в принципе, много здесь гатлов. Но, в принципе, я еще раз говорю, при грамотном контроле эти 4 хаммера должны справляться. Потихоньку отнимать юниту у китайца. Но опять отступает. Снова Сенчури уходит на базу. 4-й ресурсный центр. Так, а справа здесь, кстати говоря, на базе ресурсник уже, в принципе, можно продать. Он уже не качает. Что же касаемо вышек, на карте ни одной вышки уже не осталось. Я так понимаю, миг залетел, продамажил хаммера. Нужно хотя бы один-то попробовать забрать. И, в принципе, удается. Удается Сейнту сейчас это сделать. Но вот второй, ну тут 2 фаербейза стоят. Поэтому, мне кажется, ну не стоит сейчас ввязываться-то. Ну как же так? Тут еще и хаммеры стоят. Ну зачем? Зачем сейчас терять юниты? Но посмотрите. А теряет-то Сенчури. Теряет Сенчури, и фаербейз потерял, и хаммеры теряет. И все-таки прорывается. Прорывается Сент. Минус еще один хаммер. Медичку бы тоже забрать. Там еще и чинук. Можно было бы попробовать забрать бы и дози, чтобы фаербейз-то не достроил сейчас Сенчури, но не удается. Видимо, и Сент сейчас попадает в окружение. Еще один хаммер теряет Сенчури. Еще один хаммер Сенчури теряет. Но пачку все-таки разбил. Да, последняя вышка также уже на карте была уничтожена, поэтому дополнительного притока в виде нефти сейчас уже ни один из бойцов не увидит. Миг тут какой-то одиночный залетел, вдарил по хаммеру, ракета напоследок летит, и миг теряется. Да, интересно достаточно противостояние, и я еще раз повторяю, Сенчури уже не единожды мог завершить игру, а Сейнт тем временем пытается прорваться и каждый раз натыкается просто на глухую оборону и постоянно теряет юниты. Танкист, вторички, ну я не вижу, чтобы у него здесь какая-то вторичка была. Ресурсы ведь скоро на карте кончатся, а у танкиста вторичка. Ух ты! Двойная А10 и мимо. Промазал Сенчури. Но где же Спектр Ганшип? Я не понимаю, куда он делся, почему его до сих пор не было за всю игру. Даже странно как-то. Итак, молекулярная пушка. Все уже на нулях. Миг залетел, вдарил по хаммерам, продамажил, но убить не получилось. А вот теперь удалось все-таки. Так, мины. Сбросились мины, гатлы вновь идут вперед. Постриг здесь один чинукс. Сейнту Сенчури маяк дает на мины. И ждем запуск молекулярки. И вот как раз таки это сейчас и происходит. Так, ну базу не жжет. Ага, сапплай. Минус сапплай и минус филд. Но мне кажется, что все-таки можно было бы лучше бы по базе ударить. Гатлы опять все Сейнт растерял. Летит арт-удар. Но можно было вот здесь как-то луч провести. Военные заводы убить. Пропаганду забрать. Ну как-то, мне кажется, можно было бы лучше воспользоваться молекуляркой. А арт-удар летит, я так понимаю, да, на стратегический центр. И стратегия Search and Destroy временно отменена. И вижу уже 2 дроп-зоны. Сейчас, кстати, даже есть уже и апгрейд. Есть апгрейд из стратегического центра. Сейчас сбрасываться на дроп-зоны будет намного больше денег. Вновь попытка прорыва. Снова идут гатлы, ЕЦМки по левому флангу. А вот хаммеры американцы идут направо. Теряется Лотос, не контролируется Сейнтом. Хаммеры идут под ресурсный центр. Ну, в принципе, он уже успел здесь все откачать практически. Ну, тут коробок еще, конечно, 2500
осталось. Что касаемо справа, ну справа здесь молекулярка сожгла ресурсник китайцу. Сапалтраки также уничтожаются, еще и вместе с ресурсами. Коробок становится все меньше и меньше. Ну 1875 еще в этой кучке осталось. Можно будет попробовать на дальняк-то покататься. Что же касаемо тут на доке, тут 5400 осталось. Вторички, напоминаю, у танкиста никакой нет. Снова выходит Лотос. Да, конечно, все это, мне кажется, идет к логическому завершению. Все-таки танкист, наверное, будет проигрывать в данном противостоянии, но будем смотреть, что же будет дальше. Вновь отстройка стратегического центра. Дозер тут какой-то интересный прикатил как раз-таки от Сейнта. Дал он маяк на стратег-центр. Сенчури пометил мины и ставит лазерную турель здесь. А вот с правого фланга интересный выпад сейчас. Отчаянный прорыв, да, достаточно серьезный, смелый, я бы сказал. Все-таки удалось ему здесь прорваться. Поменял вектор, пробил 2 фаербейза, плюс хаммеры также отлетели. И сейчас будет отлетать, по всей видимости, энергия. И все. И сейчас молекулярная пушка без электричества. Это значит, что сейчас китаец выигрывает для себя немного времени. Нужно пробовать идти дальше на штурм. А что касаемо юнитов у американца, так получается, что всего лишь 2 хаммера есть на базе-то. Так еще и энергии нет, слушайте. А пачка достаточно большая сейчас у китайца. И это получается, что сейчас американец испытывает большие проблемы. Так тут еще и дракон зашел и жжет. И жжет командный центр. И если ему это сейчас удастся, то американец еще и останется без повышения. И получается, что сейчас игра-то переворачивается. Чаша весов качнулась в сторону танкиста. И начинается прожиг молекулярки. Попытается прощупать сейчас ее Сейнт. И неужели сожжет, а? Удается сжечь молекулярку. Рейнджеры попытались тут убить дракон. Дракон все-таки был уничтожен. Так, нужно пачку-то отводить. Тут фаербейс достает. Еще один дракон прикатил. И сжигается ресурсный центр. Так, здесь лазер-танки. Лазер-танки сразу же ЕТМ-ками перемораживаются. Там хаммер подходит. Но хаммер, я как понял, без ракетчиков. Потому что, да, не стреляют ракеты. В принципе, гатлы спокойно этот хаммер-то перебьют. Даже если он стовый. Им все равно слишком много здесь гатлов. Еще и дракон есть. И дракон сейчас будет все это сжигать. Так, вот этот лазерный танк нужно срочно морозить. Иначе дракон будет потерян. А он сейчас, ой, как нужен. Экономики мало остается. Мало ресурсов остается. Сейчас у китайца нужно экономить юниты. Так. Лазерные танки переморожены. Нужно вот этот уничтожать. Там хаммер еще катается. Китаец прет. Китаец прет вовсю. Потихоньку выгрызает. Выгрызает себе место на базе американца. Так, что же касаемо, кстати говоря, китайца. Так, а здесь лазерный танк пришел. Пришел лазерный танк, я так понимаю, что он сейчас будет пытаться блокировать. Пытаться будет блокировать сейчас базу Сейнту. Ну и, в принципе, удается заблокировать один военный завод и минус дракон. Ну, если бы вот здесь бы где-нибудь бы он встал, в принципе, мог бы попробовать временно хотя бы, но исключить казарму и 2 военных завода. Но пытается пробить Century Field. Филд пытается пробить, а надо бы военный завод бы блокировать, блин. Летит, это Эми-бомба, скорее всего, и ковровочка. Ковровочка на ресурсы, да, на дроп-зоны. Дроп-зоны будут отлетать, минус 1 и минус 2. Гатлы плюс ЕЦМки продолжают работать. Подтянулся еще один гатлинг. Так, Эми-бомба, это дозер. Так, не достали достроить здесь командный центр, пришел пост. Стратегия бомбардировка. И вы знаете что? А у меня есть такое ощущение, что пост уничтожил последнего строителя американца. И по всей видимости так и есть. Нет строителей. Все. И командного центра-то тоже нет. Остался каркас. Чем достраивать? Нечем. Так, тем временем у китайца сейчас работает лазерный танк. Да, блокирует, все-таки блокирует здесь и военник, блокируется казарма. Тут еще и Бартон работает, минирует военный завод. Распродажа пошла. Но, мне кажется, зря так поспешно сейчас продал Сейнт свои здания. Распродается еще один военный завод. И остался сейчас китаец без заводов. Танкист остался без заводов. Выходит ракетчик. Повешай мины, пожалуйста.
пошла на этот лазерный танк. Ну в чем же дело? Почему ты убегаешь? Так, тем временем Гатлы и ЕЦМки дальше продолжают. Минус военный завод. Здесь была казарма, также минус. И получается сейчас по зданиям. Так, 2 САПа вижу. Каркас электростанции. Есть стратегический центр. Есть еще один САП. Ну тут Лотос. А Лотос, похоже, деньги ворует. Или перехватывает. Перехватывает все-таки. Да, перехватывает сапплай. Сапплай распродается. Есть еще одна электростанция. Есть каркас командного центра. Но нет юнитов. У американца сейчас нет юнитов. У него... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Бартон. Бартон, как же вовремя сейчас Сейнт заминировал свой командник. Хоть и есть на нем минка, но ее не хватит, чтобы уничтожить этот командный центр. Осталось у китайца 2 здания. Да, ситуация, конечно, тяжелая сейчас, мне кажется, у обоих бойцов. Но Сейнт-то как раз выглядит намного лучше. У него есть танки. У него есть танки, которые сейчас в данный момент громят американскую базу. Минус каркас электростанции. Лотос. Есть Лотос. Так, тут еще и ковровка. Есть же ведь еще и повышение. Ковровка на стратег-центр-то летит. Все верно. И стратег-центр, похоже, что да, отлетает. Здание остается у американцев все меньше и меньше. Лотос. Почему Лотос просто стоит? Нужно же перехватывать. Есть дроп. Есть дроп от американца. Нашел рейнджеров, но тут есть саппортраки, которые также идут в бой и давят американскую пехоту. Последний рейнджер сел, конечно, в чинук, но толку-то от этого сейчас-то никакого. Там, блин, танки. Там танки катаются сейчас на базе у тебя Сенчури. И как же это отбить? Ну непонятно абсолютно. Есть ракетчик, кстати говоря, еще и двухлучковый. И работает. И работает, слушайте, по командному-то центру. Там еще и есть рейнджер. Кстати говоря, нужно попробовать, наверное-то его высадить. Пусть помогает. Так, еще один какой-то дроп. Еще один ракетчик нашелся. Выходит дозер. И дозер сразу же попадает под огонь этого ракетчика. Я так понимаю, будет пытаться подхиливать сейчас этот командный центр. Сейнт. Так, это, я так понимаю, мины летят, да? Мины, но не попал на ракетчика. Ну на мину ж нарвешься-то. Ну куда ж ты побежал-то, Сенчури? Просто-напросто отдал на ровном месте сейчас своего ракетчика. Юнитов катастрофически мало. Еще один дроп, еще рейнджеры. Скорее всего, со стратегического центра. Здесь 4 рейнджера осталось. И что же будет делать? Перехватывать. Будет пытаться перехватить командник себе сейчас Сенчури. Что же касаемо Сейнта? Почему он стоит? Лотос, нужно перехватывать здание. Ты командник теряешь. Почему ты стоишь? Дал, кстати, каркас здесь казармы. А пачка возвращается отбиваться. Убивать эту пехоту. Вот оно что. Вот почему она не бьет оставшиеся здания. Она пришла отбиваться. Пехота, конечно же, здесь будет от Гатлов уничтожаться. Чинуки также падают. Ну и осталось сейчас у танкиста электростанция и каркас казармы. Гатлинг бьет по центру снабжения, хотя было бы проще уже давно Лотосом-то перехватить, и только сейчас Сейнт этим занимается, хотя можно было бы это сделать намного раньше. Распродажа. Продается ресурсный центр, ну и остался каркас командного центра. Все. Получается, что Сенчури всю игру доминировал. Сколько было возможностей задавить танкиста, и ни одной Сенчури не воспользовался. И в итоге мы слышим следующее. Нас разгромили. Вот так. Молодец, Сейнт все-таки смог додавить американца, ну а Сенчури... Очень жаль, на самом деле, было очень и очень много шансов. Ну а на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Алекс ОБС. И помните, что всегда есть выход.